Бог призовет вас к тому, что вы совершить не в силах. У Ноя не было власти завести в ковчег всех животных, но Господь сделал все необходимое, чтобы это произошло. У Иосифа не было возможности сохранить собственную жизнь и занять высокое положение в Египте, но Господь сделал это возможным. У Моисея не было ничего, чтобы освободить израильтян из египетского рабства, но Господь наделил его силой, чтобы повести народ в землю обетованную. У израильтян не было способа переправиться через Красное море, но Господь раздвинул перед ними воды. У странствующего в пустыне народа не было возможности прокормиться, но Господь обеспечил их всем необходимым. У народа израильского не было возможности завоевать обнесенный стеной Иерихон, но Господь даровал им победу. У Давида не было собственных сил, чтобы победить Голиафа, но в долине Дуба Господь наделил его силой и смелостью. У Сидраха, Месаха и Авдинагу не было возможности спастись от пламени в раскаленной печи, но Господь сохранил их жизни. У апостолов не было средств накормить голодную толпу, собравшуюся послушать Иисуса, но он насытил весь народ обедом одного маленького мальчика. У Павла не было способности сохранить себя и своих спутников во время кораблекрушения, но Господь явил свою власть так, что ни один из них не погиб. У апостолов не было способности понести Евангелие Иисуса Христа в неизвестный им мир, но Господь наделил их дарами и всем необходимым, чтобы это стало для них возможным. У нас с вами нет собственных сил и способности встать и делать то, к чему призывает нас Бог, но Он не собирается бросить нас на произвол судьбы. Он достаточно мудр, благ и верен, и никогда не поставит перед нами задачу, не дав нам при этом сил для ее выполнения. Я не могу содержать свое сердце в чистоте, но Бог наполняет меня своим духом, дающим силы. Сказано в 2 Петра 1:3. Истинная правда, нам дано все необходимое для жизни и благочестия. Бог, призывающий нас к совершенно новому образу жизни, наделяет нас совершенно невероятной благодатью. Будьте смелыми, действуйте. Ваша сила в вашем Спасителе. Бог призовет вас к тому, что вы совершить не в силах, но даст вам все необходимое, чтобы вы справились. Когда дошло до слуха Санавалата, и Тови, и Гешема, аравитянина и прочих неприятелей наших, что я отстроил стену и не оставалось в ней повреждений, впрочем, до того времени я еще не ставил дверей в ворот. Тогда прислал Санавалат и Гешем ко мне сказать: «Приди и сойдемся в одном из сел на равнине Ону». Они замышляли сделать мне зло. Но я послал к ним послов сказать: «Я занят большим делом, не могу сойти. Дело остановилось бы, если бы я оставил его и сошел к вам». 4 раза присылали они ко мне с таким же приглашением, и я отвечал им тоже. Тогда прислал ко мне Санавалат в 5-й раз своему слугу, у которого в руке было открытое письмо. В нем было написано: «Слух множества народов, и Гешем говорит, будто ты, иудеи, задумали отпасть, для чего и строишь стену, и хочешь быть у них царем, по тем же слухам. И пророков поставил ты, чтобы они разглашали о тебе в Иерусалиме, и говорили: царь иудейский, такие речи дойдут до царя. Так приходи и посоветуемся вместе». Но я послал к нему сказать: «Ничего такого не было, о чем ты говоришь, ты выдумал это своим умом». Ибо все они страшали нас, думая, опустятся руки их от дела сего, и оно не состоится. Но я тем более укрепил руки мои. Пришел я в дом Шимаи, сына Делаи, сына Мегитавелова, и он заперся и сказал: «Пойдем в дом Божий внутрь храма и запрем за собой двери храма, потому что придут убить тебя и придут убить тебя ночью». Но я сказал: «Может ли бежать такой человек, как я? Может ли такой, как я, войти в храм? Чтобы остаться живым, не пойду». Я знал, что не Бог послал его, хотя он пророчески говорил мне, что Тови и Санавалат подкупили его. Для того он был подкуплен, чтобы я устрашился и сделал так и согрешил, и чтобы имели о мне худое мнение, и преследовали меня за это укоризнами. Помяни, Боже мой, Товию и Санавалата по сим делам их, а также пророчеству Ноадию и прочих пророков, которые хотели устрашить меня. Стена была совершенна 25-й день месяца Елула, в 52 дня. Когда услышали об этом все неприятели наши, увидели это все народы, которые вокруг нас, тогда они очень упали в глазах своих и познали, что это дело сделано Богом нашим. Сверх того, в те дни знатнейшие иудеи много писали писем, которые посылались к Товии, а Товины письма приходили к ним, ибо многие в Иудее были
клятвенном союзе с ним, потому что он был зять Шихании, сына Арахова, а сын его Еханан взял за себя дочь Мишулама, сына Верехия. Даже доброте его не говорили при мне, и мои слова переносились к нему. Тобия присылал письма, чтобы устрашить меня.